Друзья, всем привет! С вами я, Максим, вы на канале Moto Maximus, и сегодня по вашим просьбам я расскажу о экипировке Motoboy, купленной мною на AliExpress ровно год назад. Итак, для тех, кто не видел мой обзор на эту экипировку, давайте еще раз пробежимся по комплектации этой экипировки, по ее основным моментам. Ну а я от себя расскажу вам свое мнение, понравилась мне эта экипировка или нет. Начнем мы, пожалуй, с того, что ровно год назад я решился на такой неоднозначный шаг. Я заказал экипировку с AliExpress. Звучит это довольно-таки дико, я с вами согласен, но моя любовь к AliExpress подтолкнула меня на то, чтобы рискнуть и заказать экипировку именно там. Год назад с новогодними скидками эта экипировка обошлась мне порядка 20 тысяч, уже точно не вспомню. Но ссылку найду и обязательно дам. Сейчас она уже стоит, конечно же, в разы дороже, но мы говорим о покупке, сделанной год назад. Когда я сделал это приобретение, выложил в соцсети, многие мои друзья или просто подписчики писали: чувак, ты что творишь? Это вообще днище, в этом невозможно ездить и все остальное. Ну давайте не будем спешить и посмотрим, настолько ли плоха эта экипировка, как многие считают. Итак, что я получил ровно год назад за 20 тысяч рублей? Это брюки и куртка. Вместе с ними шел дождевик. Причем дождевик такой необыкновенном в нашем понимании дождевик, который одевается сверху, а внутренний дождевик, который подстегивается между утеплением и самой экипировкой. 2 раза я попытался его так использовать. Мне это не понравилось, потому что ты очень сильно изнутри преешь. В конце концов, когда заканчивается дождь, ты останавливаешься, ты и снаружи мокрый, грязный, и внутри ты спрел, влажный, поэтому я ее так не использую. Я ее убрал для своего легкого эндуро-мотоцикла, когда гоняю где-то по горам, использую ее там. Помимо куртки и брюк с этой экипировкой я получил вот такие теплые ватные стеганые штанишки, которые пододеваются внутрь на холодное время. Очень хорошая вещь. В них, конечно, по городу не погуляешь, но в холодную погоду спасает. И даже один раз я ночевал в них в палатке. Очень и очень они мне помогли. И также я получил вот такую флисовую подстежку, которая намного уже интереснее, чем эти стеганые штаны. Она выглядит намного приятнее. Это теплый плотный флис. Ее не только можно пододеть внутрь, но, я признаюсь честно, я ее использую как и курточку какую-то легкую, когда куда-то приехал, экипировку скинул, выходишь в город гулять. Она вполне приемлемо выглядит. В ней не стыдно, можно пойти и прогуляться. Поэтому минус одна лишняя куртка. Это и подстежка, и куртка одновременно, ее можно использовать, у нее двойное назначение. Ну а теперь о самом главном, о куртке и брюках. Забегая вперед, скажу, что, друзья, ну вот кто бы что ни говорил по поводу AliExpress и китайских брендов, эта экипировка оправдала себя, ну не то что на 100, она оправдала себя на 200%. Ну вот на тот момент всю экипировку подобного класса, которую я смотрел, она стоила в 3, а то и в 4 раза больше. С таким же функционалом, с такой же вентиляцией, с такой же защитой. Итак, я поездил в этой экипировке ровно год. Могу сказать, что все ее нюансы меня устраивают. По ветрозащите, везде защита стоит в коленях, в бедрах, в спине, в локтях, в плечах. Все стандартно, как в любой экипировке. За год эксплуатации те нюансы, которые я успел заметить, я вам скажу. Единственный минус, который я увидел, я скажу о нем сразу. Производитель утверждал, что эта ткань водонепроницаемая, все так и есть, но я ее за сезон постирал 2 раза, стирал я ее со специальной пропиткой на бережном режиме, и я заметил, что вот, ну вы знаете, когда долго идешь, вот в руки, в ноги куда-то попадают мошки, оставляют такие точки на экипировке. Вот хочу сказать, что это все отстирывается, к сожалению, не сразу. Порой приходится чуть-чуть подзачистить это место, потому что вот, ну, если просто постирать, эти точки не уходят, чуть-чуть остаются. Но не могу сказать, что это прям не выстирывается, но такой вот нюанс я обратил внимание. Во всем остальном я полностью доволен. Вот так она выглядит. Здесь был бренд компании. Я по традиции с прошлыми экипировками нашил триколор. Ну, всегда это делаю, мне это нравится. Здесь все точно так же. На груди вот здесь была надпись бренда Motoboy. Я написал Moto Maximus, это мой бренд.
Ну вот, и со спины это выглядит картина вся вот так. Если с курткой я вообще практически ничего не делал, то с брюками, вы видите, я доработал немного лямки. Лямки мне очень нравятся, очень удобно. В дальней поездке можно не отягощать себя поясным ремнем, не затягивать его, ничего не передавливать. Подтяжки в этом плане вещь замечательная, только я, немножко покатавшись, обратил внимание, что когда я долго еду, ну не знаю почему, то ли там у меня сколиоз, неправильно я сижу или что, я обратил внимание, что у меня очень часто правое плечо съезжает, или я там наклонился что-то, и мне постоянно приходится расстегивать куртку, засовывать руку, поправлять это плечико. Меня это, если честно, задолбало. Я поехал к портному, и он мне реализовал вот так вот эту функцию. У меня вот есть застежка с дайнезовских наколенников, наколенники уже пришли в негодность, застежка шикарная, я ее оттуда отпорол, сюда пришил. Короче, более чем доволен подтяжками. Вот так я эту экипировку теперь эксплуатирую. Ну и давайте по функционалу, кто не смотрел обзор, расскажу. Значит, почему именно эту экипировку я выбрал, чем она мне так понравилась. У меня есть летняя экипировка от итальянского бренда, я в ней отъездил не один год, но все вы знаете, что в прошлой зимой я собирался на мыс Нордкап, и всю экипировку я подготавливал именно для этого путешествия. Там северные широты более прохладные, и нужна была уже не летняя экипировка, а более плотная. Но тем не менее, я искал экипировку, у которой будет вентиляция, хорошая вентиляция, потому что, ну, на мотоцикле, вы знаете, то в жару, то в холод. Нужно, чтобы и там она работала. Значит, по поводу вентиляции. На брюках имеются вот такие застежки. Вы расстегиваете, и у вас вот такие два клапана. Один клапан сюда и один клапан сюда. Вы едете, все, у вас начинает сюда попадать воздух, а штаны начинают вентилироваться. Также сзади вот здесь вот вы расстегиваете. Это, грубо говоря, выходные отверстия, которые точно так же воздух через вас проходит, как у нас по аналогии со шлемом. Точно так же все это работает здесь. Это реально работает, но во всяком случае с моей посадкой, с моей эргономикой воздух заходит мне сюда шикарно, вентилируются штаны просто супер. Ну и также еще по брюкам, как на всех классических мотоциклетных брюках, здесь есть липучка и молния, которая позволяет вам расстегнуть штанину и удобно, комфортно одеть или снять мотоботинок. Все это есть. Также на штанине есть утяжка здесь. Утяжка здесь. По сути, вся экипировка, она утягивается. И куртка по бокам, и руки, и вот и раз, и предплечья. И все вы можете утянуть по себе и ехать комфортно, чтобы экипировка на вас не парусила, вас не болтала. Потому что все вы знаете, когда где-то экипировка парусит, там через 2-3 часа езды это начинает сильно очень напрягать. Утяжки важная вещь, потому что я взял экипировку чуть-чуть больше на размер буквально для того, чтобы когда холодно, я мог максимально утеплиться, что-то под себя пододеть, те же самые вставки и все остальное. Потому что вот, повторюсь, моя летняя экипировка, она на мне очень плотно, настолько плотно, что порой даже я там теплую какую-то флисовую подстежку уже не могу на нее одеть. Здесь есть такие же вент-каналы на груди, которые также расстегиваются и защелкиваются. Два вент-канала. И это начинает работать с груди. Плюс ко всему на рукавах есть вот такие молнии. Тут встроена сетка, соответственно, вы расстегнули, все, у вас рука отсюда начинает дышать. Левая, правая рука. На спине есть точно так же эти же выходные клапаны. Они сделаны вот здесь вот с двух сторон по бокам, справа и слева от спины. Вентиляция работает. По вентиляции рассказал. Вот вентиляцией я доволен. Она реально работает, потому что экипировка не летняя, она плотная. И на солнышке в ней реально становится жарковато. Вентиляция спасает. По функционалу еще, это тур-эндуровская экипировка, сзади огромный карман, но, признаюсь честно, он настолько огромный и расположен довольно-таки высоко, поэтому, чтобы в нем нормально покопаться, все-таки куртку приходится снимать. На прошлой экипировке у меня был карман чуть поменьше, пониже, я прям без проблем в него лазил, не снимая куртку. В этот же, не очень удобно, приходится прям сильно руку поднимать, поэтому, если что-то там, в основном я здесь вожу подшлемник, какие-то вещи закинул, если надо, снял, достал. Также по карманам, уже раз пойдем, давайте покажу все карманы. На куртке также есть два вот здесь вот накладных кармана. Карманы герметичные, водонепроницаемые. Можно не бояться там за телефон или за что-то. Кстати, еще вот тут такой небольшой кармашек есть. На штанах есть вот здесь вот два кармашка классических, как на джинсах, расстегивающихся на молнии. И два больших боковых кармана, тоже на молнии. Очень удобно что-то там возить, в дороге складывать. С этой стороны
и с этой стороны. Поэтому, друзья, вот такая экипировка от китайского бренда Motoboy. Разные есть мнения, ни с кем не буду спорить по поводу того, что эта экипировка круче, чем Dainese, допустим, да, там, или Alpinstar. Конечно же, наверное, нет, там и технологии другие, и материалы другие, но, друзья, там и совершенно другой ценник. Я говорю о своем бюджете, о своей, скажем так, бюджетной экипировке, которой я очень и очень доволен. Ну и, конечно же, друзья, ожидаемо, что, возможно, среди вас будут критики, которые скажут, что эта экипировка не прослужит мне столько же, сколько итальянский бренд, да, или тот же самый Alpinstar. Не могу ничего по поводу этому сказать, потому что все мы это поймем в процессе, да, пройдет год, два, три, посмотрим, как я ее буду эксплуатировать и как она будет изнашиваться. На сегодняшний день могу сказать, что я своей покупкой очень и очень доволен. Друзья, все, кто на меня подписан, все, кто спрашивал, лично от себя говорю «да». Соотношение цены и качества обалденное. Сравнивая, опять же, с экипировками были и Dainese, и Icon, и Alpinstar, и итальянские вонючие, и каких только не было. Поэтому качество хорошее, советую, рекомендую. Ну и от себя могу сказать следующее. Подбирайте то, что вам на самом деле нравится, то, что вам удобно, комфортно. Одевайте, садитесь на мотоциклы, путешествуйте. И всем добра!